Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Видео, которое называется «Каркас готов. Что делать дальше?», большинство голосов отдали за лофт. Поэтому я решил, что мы будем делать этот диван. Крой будем формировать в стиле лофт. И для этого нам потребуется сделать оболочку наших изделий. Начнем мы с сидения диванного модуля. Мы перейдем в наше сиденье, переходим в массив, сиденье, жмем «Открыть». Создаем оболочку нашего сидения диванного модуля. Жмем «Создать». Здесь пишем оболочка сиденья диванного модуля. Жмем ОК. Выбираем эту грань. У нас открывается уже с созданным эскизом. Жмем отрезок. И начинаем строить наш диванный модуль. Так называемую оболочку. Переходим в размеры. И выставляем здесь 800. Как мы уже помним, здесь 203. Если не помним, сейчас покажу, как это сделать. Здесь выставляем размер, измерить, поворачиваем чуть-чуть в сторону, выбираем точку одну, точку другую, 406. Жмем Enter. Следующий размер выставляем, жмем здесь измерить, можно развернуть, чтобы нам с другой стороны посмотреть где-то модель эту. Выбрали одну точку, неудобно стоит модель, выбрали другую точку, 120. Жмем Enter. Все, наш эскиз сформирован. Мы жмем «Принять эскиз», жмем, переходим в 3D модель, выдавливание, и здесь точно так же мы можем измерить нашу ширину сидения. Это можно по точкам сделать, можно просто кликнуть на линию. Все, жмем ОК. Дальше переходим в сопряжение. Здесь выбираем элемент, радиус поставим 0,7, не 0,7, а 7 миллиметров. Вот, и жмем на нашу конструкцию. Все, у нас сформировалось наше сиденье, оболочка нашего сидения. Вот, и что нам теперь необходимо сделать? Нам нужно взять все это дело, сохранить. Дальше вернуться, правой кнопкой открыть. У нас создана наша оболочка. Вот оболочка сидения DM. И теперь здесь файл, экспорт, формат SAPR. И вот здесь выбираем файл OBJ и жмем сохранить. У меня уже сохранена эта модель. Вот, и жмем потом сохранить. Я сейчас нажму отмену. Все, дальше мы выходим из Inventor. Теперь переходим в программу Claw. Найти ее можно. Поищите в интернете. Открываем нашу программу, и если вы открыли в первый раз, то у вас откроется окно, где вам предложат выбрать язык. Здесь есть русский. Потом заходим в настройки пользователя. И здесь User Interface выбираем миллиметры. Это важно. Жмем закрыть. К нашему проекту здесь есть кнопочки, которые разделяют экран на 3D
вид и 2D вид можно выводить по отдельности. Вот. И нам сейчас нужно добавить сюда наше сиденье. Заходим в файл, добавить, аватар. Выбираем оболочку сиденья диванного модуля из нашей папки проекта. Здесь смотрим, чтобы у нас был масштаб в миллиметрах. Жмем ОК. Нам следует перевернуть наше сиденье. Вот этими окружностями мы можем поворачивать. Зажимаем Shift, чтобы у нас развернулось на ровный градус. Потом приподнимаем наверх. Все, наше сиденье расположено правильно. Дальше переходим в 2D окно. И здесь создаем наши детали. Здесь выбираем прямоугольник, нажимаем и пишем 800, и высота у нас была 203. Все, дальше создаем еще один прямоугольник, 120 по ширине и высота 203 также. Передвинем немного. Здесь можно выбрать размеры, поставить. Также можно сделать полупрозрачным. Вот. И для того, чтобы нам срастить эти две детали, поскольку это будет одна деталь, нам нужно сейчас сюда добавить точку. Переходим редактировать деталь. Здесь у нас получается по точкам. Редактировать деталь по точкам. Выбираем нижнюю грань правой кнопкой. Разделить, добавить точку. Устанавливаем 120. Желтая линия это line 1. Синенькая line 2. 120. Окей. Дальше выбираем этот отрезок и этот отрезок. Правой кнопкой Merge. Мы сшили нашу деталь. Не сшили, а соединили. Дальше правой кнопкой Unlock All Baseline. Выбираем одну, жмем Delete. Выбираем вторую, Delete. У нас теперь это единая деталь. Эту точку можно удалить. Все, у нас создана наша боковушка. Сдвинем это немного в сторону. Перейдем к созданию перед, вверх и зад нам нужен. Давайте вернемся в 3D. Выделим наш объект и посмотрим, какой у него размер. 800 глубина и 692 ширина. Нам нужно создать сейчас деталь 800 на 692. Сразу же можно это сместить в сторону. Перейти в 2D обратно. Нажать на полигон. И делаем размер 692 на 800. Окей. Это создана у нас верхушка. Давайте перейдем сейчас обратно в 3D и развернем наше сиденье. Зажатым шрифтом поворачивается на ровный угол. Эту деталь мы также развернем, разместим ее чуть выше нашего сиденья. Можем развернуть эту деталь также, подвинуть ее вглубь, выдвинуть чуть-чуть в сторону, опустить чуть-чуть вниз.
Так. Еще раз. 406. Так. Все, мы сделали наш верх, боковушку. Переходим к созданию переда. 406 по высоте. Здесь у нас 692. И по высоте 406. Так, это можно делать также с помощью копирования. Нам надо сейчас создать заднюю деталь. Мы можем выбрать, копировать, наверх вставить. Потом нам нужно еще здесь вставить нижнюю деталь. Размеры нижней детали у нас 120. Как отредактировать деталь? Заходим сюда, выбираем редактирование по точкам, выбираем нижнюю грань и поднимаем наверх на 274 вроде, да? 286. Правая 286. Вот мы получили нижнюю деталь 120 по высоте. Так, еще раз. Как поменять размер? Выбираем линию, тянем вниз, правой кнопкой нажимаем и здесь выбираем размер. Если у вас она съезжает чуть в сторону, то держите клавишу Shift. Потом дальше выбираем этот объект, боковинку, правой кнопкой Symmetric Pattern. Вставляем сюда. Дальше. Нам необходимо для канта добавить по сантиметру, окантовку нам нашу добавить по сантиметру на каждую сторону. То есть что мы делаем? Мы могли создавать сразу наш объект уже с плюсом, но для вашего обучения мы делаем это немного по-другому. То есть мы берем, переходим обратно в редактирование. Здесь нам нужно добавить 10. И в сторону нам нужно добавить 20. Объясню, внизу нам кант не нужен. Потом дальше. Здесь со всех сторон будет кант, поэтому мы просто с одной стороны добавим 20. И снизу добавим 20. У переда точно так же. Сбоку добавляем 20. И снизу добавляем 20. У этой детали нам надо только сбоку добавить 20. Нет, ошибся, еще чуть вперед надо добавить. Так, мы это сделали. Теперь переходим к нашей боковушке. Здесь хорошо тем, что вторая боковина будет меняться, как и первая. Переходим в редактирование. Здесь добавляем 10. Здесь наверх добавляем также 10. Сюда в сторону добавляем тоже 10. Дальше нам необходимо сделать наш контур шва внутренний. Переходим, трансформировать деталь, правой кнопкой мыши,
Offset as internal line. Ставим 10. Кант я решил сделать по сантиметру, так как кант большего размера не нравится клиентам. Эта модель не коммерческая, это просто по моему опыту людям не нравятся большие канты. Так, здесь мы сделали окантовку. Также переходим сюда, делаем те же самые операции. Точно такие же операции производим со следующими деталями. Дальше, поскольку у нас здесь на некоторых деталях швов не будет внизу, здесь, допустим, с внутренней стороны кант не нужен, здесь сзади кант не нужен, здесь снизу кант не нужен. Что мы делаем? Мы берем, выбираем точки крайние, правой кнопкой и жмем Divide Internal Point. Тем самым мы разбили нашу линию, и теперь можно просто нажать на линию и нажать Delete. Дальше выбрать эти точки и опустить их вниз на 10 миллиметров. Здесь производим те же самые операции. Выбираем две крайние точки. Дальше выбираем нашу линию и смещаем наши точки в сторону. Опять же говорю, если вам нужно, если у вас уходит, зажимайте клавишу Shift. Так, это мы изменили, нам нужно еще заднюю часть изменить. Выбираем две точки. Выбираем нашу линию, удаляем. Наши точки выбираем и поднимаем наверх. Все, вот наши объекты созданы. И нам еще сюда нужно будет добавить еще полоски, которые будут нам позволять закрыть наш низ. Жмем создание полигона, нажимаем, высоту сделаем 50, ну или давайте 60. И получается так, что нам нужно 690 и 203. 793. Все, это наша боковинка одна, и точно такую же боковинку копируем, вставляем сюда. Боковинка низ. Это чтобы было удобнее забить наше сиденье. Дальше нам нужно добавить еще сюда назад. Так что берем и создаем еще один полигон. Высота 50, длина 712. Только наоборот. 712 и 50. Тут на самом деле я немного ошибся в размере. На самом деле у нас здесь размер будет другой. Давайте сейчас покажу, как добавлять точки. Выходим сюда, правой кнопкой мыши добавить точку. Здесь мы выбираем желтое 10. Еще раз добавить точку. И желтое опять выбираем 10 размер. У нас вот здесь вот в этих точках будет сходиться наш кант, поэтому нижняя часть 792. Соответственно, нашу полоску эту тоже нужно уменьшить на 20 миллиметров. И здесь точно такая же операция.
правой кнопкой разделить, добавить точку. Добавим здесь стоп. Здесь я немного опять ошибся. 203 мы сюда забыли добавить вниз еще 10 миллиметров. Поэтому выбираем так вот точки, опускаем вниз 10 миллиметров. То есть здесь нам нужно будет уменьшить, ничего там здесь не нужно уменьшать. Правой кнопкой мыши разделить, добавить точку 10. У нас получается 680 и тут 203. Да, надо уменьшить это на 10 миллиметров. Все, мы сделали точно так же нижнюю часть. И теперь давайте переходим к формированию нашего сиденья. Все, теперь нам надо эти все детали сшить между собой. Давайте добавим здесь еще по одной точке. Правой кнопкой разделить, добавить точку. И здесь укажем размер 203. Это у нас сшивание пойдет вот здесь. И также добавим точку здесь. Да. Правой кнопкой. Правой кнопкой добавить точку. Все, давайте приступим к сшиванию. Переходим к сшиванию по сегментам и начинаем сшивать. Выделяя отрезки, мы начинаем сшивать нашу деталь. Можно сразу же выбирать и внутренние отрезки. Их тоже нужно сшивать. Это будет наш кант. Вот здесь у нас немного неправильный размер. Здесь мы оставили 130, а здесь забыли убавить. Здесь у нас 140. Переходим и сразу же редактируем. Не оставляем это на потом. Или же я сделал какую-то отмену, которую не заметил. Приподнимаем на 10 миллиметров. Все, переходим к сшиванию дальше. Тут, кстати, важно, вот эти вот засечки, они показывают направление сшивания. Так, дальше. Эту часть мы сшили. Давайте сошьем с этой стороны.
Сошьем перед. Сошьем боковинки наши. Сошьем заднюю часть. Пришьем, наверное, вот эту часть. Давайте ее развернем. Тут при 3D виде можно увидеть, где сшивать. Переходим обратно, сшиваем. Заднюю часть также сшиваем. И эту заднюю часть также сшиваем. И можно еще до кучи еще и здесь сшить. Выбираем все наши объекты. И здесь размер ячейки мыши пока оставим 20. Жмем Normal Default. Все, наш объект сшился, но не полностью. Тут у нас не хватает шва. Пробелом можно выключить симуляцию и посмотреть, где у нас не хватает. У нас не хватает здесь. Жмем соединение, сшивание по сегменту и добавим швы здесь. Жмем пробелом симуляцию. Все, у нас наши детали все сшились. Как мы видим, у нас сформировались кантики. Единственное, что, наверное, необходимо добавить здесь смещение кожи на 5 миллиметров. И, наверное, еще добавить сшивание вот здесь вот. Так что мы сейчас возьмем здесь, добавим точку, разделить, добавить точку. Сначала поставим 10, это кант у нас. И размер 60 поставим. То же самое на другой стороне. И произведем сшивание. Так, я здесь немножко накосячил, почему-то поставил 590, это нужно еще добавить 90. Видимо, так хорошо с математикой дружу.
И здесь точно так же. Почему 90? Две разные детали. Так, ну ладно, хорошо. Еще раз нажимаем синхронизация. Все, как мы видим, наш объект выпрямился. Все, нам необходимо завязать еще внизу здесь деталькой какой-нибудь, или же просто взять, выбрать все детали и немного дать оп. Улетела наша часть. Наш крой улетел. Но это не страшно. Мы сейчас все это дело быстро поправим. Посадим его, скажем так, на место. Нечего. Все, и давайте по отдельности вот этой детали придадим давление вниз. Этим деталям также придадим давление вниз, чтобы они у нас туда завернулись. И этим деталям тоже вниз. Опять же, да, при проектировании вот на эти все вещи обращать не надо, потому что все равно это будет внизу забиваться. Здесь вот эти кантики выправлять можно. Все, теперь дальше выберем все детали и сделаем размер ячейки меша 10, для того, чтобы увидеть более гладкий результат. Перейдем в 3D окно и нажмем симуляцию, и здесь немного подергаем нашу ткань. Все, как мы видим, наша ткань уже немного начинает по-другому себя вести. Все наши боковинки вроде стали нормально. Можно здесь немного подтянуть. То есть в этой программе можно увидеть крой, как он будет себя вести. То есть мы здесь немного подправим, поддергаем. Можно на самом деле, если захочется, можно добавить сюда еще внутрь, добавить ткань, которая будет здесь у нас закрывать все это дело. Вот. Но я внутренние ткани стараюсь не ставить, только в экстренных случаях, когда мне нужно прям сильно прижать что-то. Вот он, наше сиденье. В принципе, выглядит оно достаточно хорошо. Зайдем в фабрик. И я здесь пользуюсь вот этой вот тканью. У нее достаточно хорошая плотность. И просто брошу. Брошу именно на наши детали. Вот у нас здесь в 2D видно, что они серого цвета. Перейдем обратно
в 3D окно. И можно здесь показать текстуру. Все, вот он наш объект. По новой запускаем. Не будем запускать по новой симуляцию. Все, симуляция прошла хорошо. И теперь смотрите. То есть мы по большому счету накинули крой на то изделие, которое не содержит в себе синтепон. То есть это мы прямо на поролон. Что-то добавлять, ну я не знаю, нет смысла. Синтепон хорошо поджимается по углам, поэтому добавляем сюда синтепон и этот крой подтягиваем к низу. Мы создаем припухлость. Как, допустим, здесь это можно показать, можно взять, здесь добавить давление плюс 3. Вот наша припухлость появилась. Также на переде тоже можно добавить еще припухлости. Тоже можно 4 добавить, посмотреть, как это будет себя вести. Вот он пухленький здесь, соответственно, он здесь немного будет припухлый. Вот, ну совсем самую малость. Вот так вот можно сделать крой, можно посмотреть карту напряженности. И как мы видим, у нашего объекта, у нашего сидения практически нету высокой напряженности. Все это голубенького цвета, это значит, что наш крой нигде не будет поджимать. Если ткань по каким-то признакам там растяжима, там вдоль или поперек, то это все играется размерами наших деталей. Все, как мы видим, сиденье готово. Можно отключить симуляцию. И то есть мы видим, что у нас в принципе довольно-таки хороший результат. Можно, конечно, увеличить эти канты, сделать их немного больше. То есть не по сантиметру, а дать больше. Но сантиметр, в принципе, я считаю, что для такой простенькой модели сантиметра достаточно. Выглядит зашитый сантиметр, в принципе, нормально. Все, что дальше с этим делать? Переходим в 2D режим. И нашей ткани нужно добавить припуски на швы. Припуски на швы добавляются вот этим инструментом. Выбираем его. Нам нужно, ну, в принципе, можно взять и выделить все наши объекты и всем нашим объектам со всех сторон добавить припуски. Тут также выставляется, то есть какой вам припуск давать. У меня обычно это сантиметр. Все, мы добавили припуски на все наши детали. И дальше переходим в Print Layout. И здесь выставляем ширину нашей ткани 1400. И правой кнопкой мыши можно сбросить расположение деталей. И правой кнопкой мыши Nest All Patterns. То есть происходит симуляция расположения наших деталей. Этой симуляцией верить на 100% нельзя. Обычно я это все дело выгружаю и потом ручками корректирую, если это необходимо. Но в таких квадратных, вот, где находятся прямо вот углы, еще раз запустил симуляцию, чтобы посмотреть, что результат может быть неоднозначным. В прямых деталях эта симуляция более правдива. Вот, также можно взять здесь, установить количество 3, жмем процесс. Вот, пожалуйста, нам посчитало 3 изделия. На 3 изделия нам нужно 4,6. На одно изделие было 1,6. То есть экономия 4,8, всего-то 200 миллиметров. Вот так вот.
На этом я, наверное, остановлюсь, и остальные детали к нашему дивану я сделаю не так подробно, запишу в ускоренном режиме, но надеюсь, что к Новому году я выдам вам полную раскладку по крою. Так что не забывайте подписываться на канал, жать колокольчик, писать комментарии, ставить лайки. И до новых встреч. Всего хорошего.